Какое животное является древнейшим на нашей планете? Чем полезна для человечества кровь мечехвоста? Какую опасность таит в себе это удивительное членистоногое? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете в данном ролике. Сегодня я расскажу вам об одних из самых невероятных созданий на планете Земля — мечехвостах. Мечехвосты являются настоящими живыми ископаемыми. Как вид они появились примерно 420 миллионов лет назад. В это время только-только начали свое существование улитки и первые многоножки. Но все они за столь долгий промежуток времени изменились, эволюционировали. Только мечехвост практически не изменился. Благодаря его внешнему виду мы можем понять, как в далеком прошлом выглядели создания, что населяли нашу планету. Но ближайшей роднёй мечехвостов являются пауки. Пусть на вид у них и мало общего. Просто все это время пауки неустанно эволюционировали, в отличие от своих старших товарищей. Из общего сейчас у них осталось только тело, которое делится на головогрудь и брюшко. А еще те и другие имеют фаланги. Ротовые придатки, которые помогают в процессе еды. На этом их сходства заканчиваются. Но по количеству лапок мечехвосты явно ближе к крабам, ведь у них целых 24 лапки. Первые 5 пар находятся в передней части тела, они используются для захвата добычи и передвижения. Следующие 7 пар располагаются на брюшке, из них первые 2 используются для размножения, а остальные превратились в пластинки с жаберными крышками. Их мечехвосты используют для дыхания. С таким обилием лапок мечехвосты совсем не уследили за глазами. Их у них всего 2, каждый из которых состоит из еще нескольких глаз. Их покрывает хитиновая оболочка, и они являются своего рода попыткой скопировать фасеточные глаза. Вот только попытка вышла неудачной. Глаза видят очень плохо, только какие-то удаленные тени или совсем близкие объекты. Именно из-за этой особенности данный вид членистоногих предпочитает держаться на мелководье, где хорошо светит солнце. Обычно не заходят на глубину более чем 130 футов. С одной стороны, это хорошо для древних ракообразных, ведь на такой глубине очень много пищи. Но с другой стороны, здесь и крайне много опасностей. Чаще всего членистоногие живут на побережье Северной Америки и Южной Азии. Там они или сидят на дне, или плавают. На планете осталось всего 4 вида этих древних членистоногих. Они живут в основном в морях, но иногда бывают замечены и в океанах. Многие вымершие виды мечехвостов в былые времена обитали в пресной воде. У древних ракообразных явно выражен половой диморфизм. Самки в несколько раз крупнее самцов. Это обусловлено тем, что прекрасным представительницам вида необходимо больше времени на созревание. В среднем самки взрослеют на год дольше самцов, в этот период они продолжают расти и несколько раз линяют. Есть и еще одна более очевидная причина. Чем больше самка, тем больше она сможет отложить яиц, а значит передаст больше генетического материала. Внешний вид и привычки. Мечехвост может достигать в длину всего 12 дюймов, если говорить о самом маленьком представителе вида. Они обладают длинным и тонким хвостом, за что и получили свое название. Тело членистоногого сверху защищено специальным панцирем, который обеспечивает ему должную безопасность. При этом панцирь разделен на 2 подвижные части – просому и апистосому. При этом просома, которая покрывает головогрудь, тоже поделена на части, каждый ее сегмент несет на себе конечность. Также мечехвост имеет название лошадиная подкова из-за формы своей головогруди, похожей на подкову. Она является самой крупной частью тела членистоногого и содержит в себе сердце, мозг, рот и нервную систему. Также на просоме имеются дополнительные глаза, которые отвечают не за зрение, а за светочувствительность. Заостренный передний край его защитного панциря нужен для того, чтобы мечехвост мог путешествовать по морскому дну, частично погруженный в песок. Апистосома находится в середине тела и прикрывает собой брюшную полость мечехвоста. Она имеет треугольную форму. По ее центру располагаются бугорки, а на краях шипы. Эти шипы крайне подвижны и невероятно полезны для членистоногого. Они выступают в качестве защиты, если вдруг кто-то решит напасть на маленького членистоногого. Дыхательные жабры и мышцы, необходимые для движения, находятся внизу живота. Хвост беспозвоночного по длине значительно превышает размер тела. Несмотря на свой устрашающий вид, хвост не может жалить или как-то помогать мечехвосту выжить в жестоком подводном мире. В нем нет яда или чего-то подобного, он предназначен лишь для того, чтобы перевернуть животное. Например, мечехвост случайно оказался на спине. Тогда в дело вступает его тонкий хвост и помогает членистоногому вернуть себе привычное положение. Территориально мечехвосты разделились по видам. Один проживает в Атлантическом океане, этот вид получил название атлантический. Другие 3 вида живут в Юго-Восточной Азии, а некоторые особи находили у восточного побережья Соединенных Штатов. Там они облюбовали территорию от полуострова Юкатан до штата Мэн. Где именно находятся мечехвосты в данный момент времени напрямую зависит от стадии развития каждого отдельного членистоногого.
Например, чтобы отложить икру, беспозвоночные выходят на морской берег в конце весны или начале лета. Икра мечехвостов является излюбленным деликатесом для некоторых черепах и птиц. Питание и характер. В еде мечехвосты довольно непривередливы, они едят все, что попадается им на пути. Большую часть рациона этих беспозвоночных составляют маленькие моллюски, черви и ракообразные. Когда нет и таких вкусностей, наступает черед водорослей, мертвых рыб, органических остатков и других представителей подводного мира. У мечехвостов есть рот, но полностью отсутствуют зубы и челюсти. Рот располагается посередине головогруди, а окружает его десяток маленьких лапок. Эти лапки помогают втянуть пищу внутрь рта, а там ее уже направляют маленькие щетинки. Они же и отвечают за измельчение пищи, пусть это и не быстрый процесс, зато жевать можно, пока занимаешься другими делами. Еду мечехвосты находят с помощью обоняния. Вот только запах они улавливают лапками. Дело в том, что на их лапках, предназначенных для хождения, есть маленькие волоски. Именно они и отвечают за обоняние беспозвоночного, но и не только за него. Эти волоски очень острые и твердые, так что мечехвост может обнаружить еду, а потом начать ходить по ней, чтобы разорвать ее на мелкие кусочки. Измельчение еды, в принципе, для этих членистоногих возможно только во время хождения. Чаще всего человек может встретить мечехвостов на пляже в теплое время года. В этот момент у них начинается период спаривания, они выбираются из воды и сбиваются в небольшие стайки. Есть одно исключение. Во Флориде эти беспозвоночные постоянно остаются на пляжах, радуя окружающих своим видом. Для них наиболее характерен ночной образ жизни, так им удобнее охотиться. Они подкрадываются к добыче в полной темноте, оставаясь незамеченными. Мечехвосты, пусть и всеядные, но все же считаются хищниками. Многие люди, впервые увидев их доисторический лик, сразу думают, что мечехвост крайне опасен, но это ошибочное мнение. Мечехвост никогда не станет нападать на человека, да и не сможет. Для такого дерзкого поступка он не обладает ни когтями, ни клыками, ни ядом. Но человек может получить раны от мечехвоста по собственному незнанию. Например, попробовать схватить членистоногое за хвост. А рядом с ним располагаются очень острые шипы, которые легко могут травмировать человека. Если у вас появится желание потрогать это доисторическое создание, то лучше берите его осторожно по краям панциря. Часто во время сезона спаривание волнами мечехвостов может переворачивать на спину. Это может стать причиной гибели беспозвоночного. В этом случае, при желании, вы можете ему помочь, воспользовавшись знаниями из данного видео. Осторожно поднимите его, переверните и отнесите в воду. Дальше он справится сам. Также отличительной чертой этих беспозвоночных является частая линька. За всю жизнь мечехвост может линять до 20 раз из-за роста. У этих беспозвоночных очень плотный панцирь, который будет мешать им расти дальше. Тогда мечехвост отращивает прямо под предыдущим панцирем новый, большего размера, а старый сбрасывает, когда приходит время. Это отличает их от крабов, которые просто могут вылезти из тесного экзоскелета. Размножение. Для того, чтобы продолжить род, мечехвостам предстоит нелегкое путешествие. Из глубоководных участков океана они движутся к поверхности на пляже и побережье. Первым на месте спаривания всегда оказывается самец, а самка приходит значительно позже. После того, как самки прибывают на место, они начинают выделять специальные феромоны, привлекающие самцов, так они подают сигнал о готовности к размножению. Так как эти животные привыкли к ночному образу жизни, то и спаривание у них происходит ночью. Обычно в период приливов или полнолуний за самку цепляется самец, и они вместе направляются к берегу. Далее самка выкапывает небольшую ямку и откладывает туда икру, а после самец оплодотворяет ее. Процесс может повторяться несколько раз, чтобы увеличить выживаемость потомства. На этом участие родителей в рождении и воспитании потомства заканчивается. Они уходят обратно в глубины океана, оставляя детей на произвол судьбы. А произвол просто неизбежен. Икра часто подвергается набегам черепах и прибрежных птиц, поэтому многие мечехвосты даже не успевают увидеть мир. А ведь на процесс созревания личинки уходит всего 14 дней. Те, кому посчастливилось выжить, появляются на свет в положенный срок. Выглядят личинки мечехвостов как маленькие копии родителей, только без хвоста. Они очень быстро бегут в океан, чтобы там укрыться ото всех опасностей, которые их поджидают. Там они зарываются в песок и живут примерно год. Как только они достаточно подрастают, то устремляются вглубь океана к своим сородичам. Там их рацион питания становится приближен к рациону взрослой особи. Далее целых 10 лет маленький мечехвост будет расти и развиваться, будут идти все линьки. А после достижения половозрелого возраста, примерно в 10-11 лет мечехвосты будут готовы к размножению. И цикл повторится снова. Польза для человека. Для людей голубая кровь является метафорой на аристократические корни, а мечехвосты в действительности обладают кровью такого цвета. Их бледно-голубая кровь очень ценится в фармакологии и медицине. Она часто спасает жизнь людям. Кто бы мог подумать, что наш вид окажется в такой сильной зависимости от этих древних существ. Их кровь используется для выявления чистоты медицинских препаратов, а еще для создания вакцины от коронавируса. Так насколько же ценна кровь мечехвостов? Цена за кварту крови этих членистоногих может
может доходить до 15 тысяч $. Эта лазурная жидкость используется для выявления потенциально опасных бактерий в лекарственных средствах, имплантатах и на медицинской технике. Неважно, что перед нами – скальпель, искусственное бедро или раствор инсулина, гемолимфа мечехвоста безошибочно обнаружит вредоносные инфекционные агенты. И эта невероятная особенность делает мечехвостов крайне необходимыми для людей. Каждый год для забора крови из океана вылавливается около 600 тысяч этих беспозвоночных. А количество мечехвостов не может расти бесконечно. Они до своего рождения подвергаются бесконечным нападкам диких животных, а после попадают под удар людей. Множество людей во всем мире бьют тревогу и утверждают, что мечехвосты близятся к вымиранию. А зоозащитники говорят о том, что такое использование несчастных членистоногих – варварство. Сейчас мечехвостов уже никто не убивает, для нужд медицины из них выкачивают третью часть крови и отпускают на волю восстанавливаться. Такой подход считается довольно гуманным. Но и тут неизвестно, все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд. Никто точно не знает, сколько времени необходимо для того, чтобы мечехвосты восстанавливали свое здоровье после вынужденного донорства. Недавно ученые решили провести эксперимент и узнать, что происходит с членистоногими после процедуры забора крови. Были выбраны 28 особей, которых выловили из воды, поместили в контейнеры и оставили под солнцем на несколько часов. Затем контейнеры перевезли на склад в паре часов езды от океана и оставили мечехвостов на всю ночь. Только утром следующего дня у беспозвоночных взяли кровь и снова оставили дожидаться отправки домой до следующего утра. И после всех этих испытаний членистоногих наконец отпустили, только предварительно к ним прикрепили акустические маячки. Эксперимент показал, что 29% мечехвостов погибают после такого донорства. И дело может быть не только в заборе крови. Мечехвостов отлавливают, оставляют на жаре в пластиковых контейнерах, транспортируют в ужасных условиях. Это все является для них сильнейшим стрессом. После такого кто-то гибнет, а кто-то восстанавливается, но дает значительно меньше потомства, становится менее активным, и жизнь такой особи тоже сокращается. Также для мечехвостов невероятно важно движение, им необходимо двигаться как минимум раз в 12 часов. Но как они могут сделать это во время транспортировки или в лаборатории? Многие из вас сейчас могут подумать, что у нас совсем нет выбора. Ради собственного выживания мы используем этих маленьких доноров. Но и это не так. Существуют альтернативные методы тестирования препаратов и оборудования, однако компании чаще придерживаются метода тестирования именно с использованием крови мечехвостов, считая его более надежным. Есть у мечехвостов и еще одна особенность. Они отлично ориентируются под водой. Одна и та же особь приходит весной в одно и то же место для того, чтобы хорошо есть и спариваться с другими особями. Какова вероятность того, что одна особь может подвергаться многократному вынужденному донорству? Но и это еще не все. Мечехвостов часто употребляют в пищу. В азиатских странах блюдо из этого членистоногого считается деликатесом, а икра животного там считается афродизиаком и оценивается очень дорого. Но спрос на нее просто невероятный, как и на самих древних беспозвоночных, хотя в них практически нет мяса. А еще мечехвост пусть и не станет нападать на человека, но на тарелке может принести ему огромный вред. В теле членистоногого содержится тетрадотоксин, который может не просто отравить, но и убить любителей подобных деликатесов. Однако и это никак не отпугивает людей от поедания мечехвостов, а наоборот только подогревает интерес. Но и это еще не все. Икра этого беспозвоночного часто вызывает аллергические реакции, которые могут проходить у каждого человека по-разному. Около 100 лет назад рыболовы воспринимали мечехвостов как конкурентов за рыбу. В тот период началось массовое истребление этих беспозвоночных. И к нашему времени популяция не успела полностью восстановиться. Помимо этого, ископаемых беспозвоночных используют в качестве удобрений, добавок в корма для животных, для изготовления перевязочных материалов. Рыбаки используют мечехвостов в качестве наживки для некоторых видов рыб. Ну и, конечно, многие люди для украшения интерьера. Все это в совокупности с каждым годом приближает мечехвостов к вымиранию. На протяжении многих миллионов лет мечехвосты переживали различные катаклизмы, но сейчас их будущее очень туманно. Ведь главным хищником и главная опасность для мечехвостов является человек. Есть вероятность, что в определенный момент времени эти древнейшие существа исчезнут с лица нашей планеты навсегда. И несмотря на то, что сейчас во множестве стран на законодательном уровне запрещено ловить мечехвостов, их массовый отлов не прекращается. Наверняка вы задаетесь вопросом, почему же тогда мечехвостов не разводят в неволе? Ответ на этот вопрос одновременно очень простой и крайне сложный. Мечехвосты могут откладывать икру только в тот песок, в котором сами появились на свет. Но если этот песок перенести в лабораторию, то мечехвосты не станут использовать его для размножения. Почему так происходит, ученые не могут ответить. Но в неволе эти членистоногие не размножаются. Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в глубины океана, в мир древних и удивительных созданий — мечехвостов. Эти ископаемые морские обитатели продолжают удивлять ученых и любителей природы по всему миру. Они напоминают нам о важности биоразнообразия и сохранения древнейших видов нашей планеты.
планеты. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Увидимся в следующем видео об удивительном мире животных.